Приветствую вас! Сегодня у нас тема горяченькая. Почему же мужчины в 40+, женатые мужчины в 40+, так любят тихонько на мягких лапках сваливать налево? Что же их туда так манит? Чем им там намазано, что они из собственной семьи сваливают налево? Чего они там ищут? Давайте разберемся. С вами я, Алла Касаткина, проект «Ладное я». Вот ссылка на мой сайт в интернете. Идите, там есть куча статей полезных для вас. Еще от меня есть подарок «Секреты счастливой женщины». Это курс тоже бесплатный. Подписывайтесь, получайте его и пользуйтесь. Ну и если красная кнопочка горит под видео, подписаться, жмите на нее смело, присоединяйтесь к нашему каналу. Тут уже больше 700 видео, почти 800, поэтому вам есть что посмотреть для своего женского счастья. Тут есть ответы на большинство ваших вопросов. А мы продолжаем. Что же их так тянет на это лево, особенно когда говорят «седина в бороду, бес в ребро». Давайте разберемся, что же это за бес их туда выманивает в 40+ к любовницам. Когда мужчине исполняется 40 лет, к этому времени правила в семьях давно устоялись. Чаще всего мужчина, который начинает активно посматривать налево в 40+, он до 40 перебивался как-то сочковать со своей женой, но она еще для него не потеряла сексуальную привлекательность, и она еще не упахалась в семье. К 40 годам женщина в этой семье обычно уже замучена бытом, детьми, рабочими какими-то проблемами, потому что она работает, а не сидит дома, а мужчина чаще всего пришел на работу, пришел с работы, отдал часть зарплаты, он всегда ныкает часть зарплаты для себя, и он всегда выстиран, обглажен, у него всегда свободна голова от домашних забот. Все домашние заботы в голове у его жены. И в 40 лет у него возникает мысль в голове, шальная такая. Ёлки-палки, седина появилась. Не прошла ли моя жизнь безрадостно? Вот тут возле меня замученная наседка. Она кудахчет над этими проблемами. А я такой весь себя и позадный. А она потеряла, у меня уже на нее не стоит. Мне уже хочется радости. Мне уже хочется каких-нибудь таких бодрящих эмоций. Мне уже хочется хвостик павлиний распустить, чтобы кто-то мной повосхищался. Но жена-то своя знает, из какого дерьма она этого чувака достала. Как она его отмыла, причесала, как она его обхаживает, и как она за него тянет на себе все домашнее хозяйство, детей, бюджет и все остальные проблемы. А у него голова свободна, ему приключений хочется, а плюс 40 лет, ты понимаешь, поезд у тебя уже давно ушел. Никаких побед заоблачных тебе в жизни уже не светит. А хочется погорцевать на белом коне. Хочется, чтобы кто-нибудь сказал: «Боже, ты такой офигенный, ты столько в жизни успел, боже, какой ты молодец!» И чаще всего, пока затраханная женщина жизнью пашет и создает мужчине чистоту, красоту, ощущение своей важности, его в смысле, он идет и ищет наивных дурочек, которым можно пожаловаться на жену дуру, которая его не понимает, его душевные порывы, или ту, которая сожрала все его амбиции, или вот мне приходится делиться, я уже понимаю, я перерос эту наседку, и мне уже хочется с собой красивую женщину иметь. Короче говоря, ему нужно почесать свое эго. И если вы ведетесь на этих рассказчиков, чаще всего это рассказами и заканчивается. Ну да, секс есть какой-то без обязательств, а потом, когда женщина попытается взять его, за бубенцы, он что делает? Он быстренько сваливает в сторону под крылышко жене. И говорит: «Мама, смотри, она меня обижает». Потому что он сделает все, чтобы женщина узнала об этой связи, быстро пришла и ее расторгла. Вот такая вот штука интересная. Поэтому, если вы думаете, что загулявший мужчина 40+, принесет вам золотые горы, нет, мои хорошие, он не принесет. Он к вам придет скрашивать свою старость, отдыхать и расслабляться, украшать вами свою скучную жизнь. И скажу еще одну циничную вещь о мужчинах 40+, которые бегают по любовницам. Семья – это всегда есть плюсы и есть минусы. А там, где есть плюсы и минусы, там всегда искрит. Там всегда есть какие-то зоны напряжения, там всегда возникают конфликты. Так вот, мужчина в 40+, который предпочитает бегать на блядки, а не решать вопросы у себя в семье, чтобы и ему, и жене было хорошо, вы понимаете, чего от него ждать дальше.
делайте выводы. Можете, конечно, со мной поспорить, и я с удовольствием прочитаю истории о счастливых браках, когда мужчина в 40 плюс побегал на блядки и осчастливил другую женщину собой и пашет там, не покладая рук, украшая собой ее жизнь. Расскажите мне об этом. Я с удовольствием почитаю истории, потому что за мою богатую психологическую практику я таких историй практически не знаю. А я с удовольствием выслушаю ваши и возражения, и согласия, и, может быть, ваши личные истории. Пишите, задавайте вопросы. С вами была Алла Касаткина, и до встречи в следующих видео. Пока-пока.